Генпрокуратура меняет подход к своей работе. Об этом на заседании коллегии заявил глава надзорного органа Жак Ипасанов. Главный прокурор страны призвал сотрудников искоренять бюрократию, упростить уголовный процесс, а также сделать все для того, чтобы заслужить доверие казахстанцам. Как на эти призывы отреагировали в прокуратуре и какие новшества ожидают в ведомстве, расскажет Данара Жуманова. Акценты расставлены. Свое внимание в этом году Генеральная прокуратура сосредоточит на 3 пунктах: новых технологиях, уголовном процессе и кадрах. Если специалист, то обязательно самого высокого класса. В надзорном органе должны работать лучшие из лучших, подчеркнул главный прокурор страны Жак Ипасанов. Помните, выражение было: кадры решают все. Вот это неправильно говорят. Не всякие кадры, а именно кадры, которые на своем месте. Нужные кадры. У нас немало честных и преданных прокуроров. Они наш главный актив. Но много и балласта. Сейчас новый порядок отбора. Из 2000 кандидатов прошли всего 128. Они новобранцы. Это первые ласточки. Они прошли первоначальную подготовку. У них, уважаемые коллеги, я хочу сказать, вот посмотрите, убедитесь, огонь в глазах. Тема бюрократии в надзорном органе уже набила оскомину, а потому бороться с ней решили кардинальными методами. В своих выступлениях Жак Ипасанов четко дал понять: если управление или же департамент не приносит никакой пользы, со штатом распрощаются. Эффективность будет оценивать рабочая группа. Ее возглавит заместитель генпрокурора Иоганн Меркель. Также будет продолжена работа по упрощению уголовного процесса. На сегодняшний день такой порядок, что следователь идет вначале к прокурору, получает его согласие, потом, значит, от прокурора это дело идет в судье, судья дает тоже у него сроки. И вот таким образом очень такой усложненный процесс. Мы договорились. По всем таким очевидным вещам должно быть дежурство круглосуточное. Судья дежурит, полицейский работает круглые сутки, прокурор там, адвокат там, и на месте за 2-3 часа очевидные вещи надо решать. Но не превращайте это в волокиту. Для чего? Для того, чтобы в это время могли влиять на процесс со стороны. Перевести все уголовные дела в электронный формат, создать камеры допросов, в которых весь разговор со следователем будет записан на видеокамеру. Обязать сотрудников полиции иметь при себе видеорегистраторы при изъятии наркотиков, нелегальных денег или же задержании лиц. Пакет законодательных поправок прокуратура представит в апреле. Помогать в модернизации системы казахстанцам будут иностранные специалисты. Надзорный орган играет важную роль в жизни страны. Как проект Европейского Союза по совершенствованию уголовного правосудия в Казахстане мы можем познакомить с практикой других стран. Из предложенных вариантов прокуратура решает, какой опыт можно адаптировать к вашим реалиям. Помимо нововведений, прокуратура будет продолжать и те проекты, которые были приняты ранее. Так, например, инициатива «Долевое жилье без обмана» уже решила проблему более 1000 казахстанцев. Борьба с самозахватом земель снизила такие случаи с 2500 до 400. А проект «Алименты» позволил получить от злостных неплательщиков 250 миллионов тенге. Данара Жуманова, Ядуй Симбаев, Хабар 24, Астана.